Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим легендарный французский тарт-татен. Пирог, который просто идеально подходит для лета, потому что для него можно использовать любые сезонные фрукты. А еще он очень просто и быстро готовится. Все необходимые для приготовления продукты я, как обычно, заказала в магазине Перекресток. И буквально в течение часа они уже оказались на моем столе. Быстрая доставка – это невероятно удобно. И вместо похода в магазин это время можно потратить на что-то более полезное, например, на приготовление вкусного десерта. В приложении Перекресток огромный ассортимент товаров и всегда выгодные цены и акции, как в магазине. И приятный бонус. По моему промокоду на первый заказ для новых пользователей скидка 20%. Скачать приложение можно по ссылке под видео или по QR-коду, который вы сейчас видите на экране. Начнем с приготовления песочного теста. Для него муку необходимо перетереть с холодным сливочным маслом в мелкую крошку. Можно это сделать руками, можно с помощью комбайна с ножами, либо с помощью планетарного миксера с насадкой весло. Обязательно добавляем щепотку соли для баланса вкуса и перебиваем в мелкую крошку. Вот в таком комбайне с ножами это все происходит буквально за считанные секунды. Готово. Вот такая примерно рассыпчатая масса должна получиться в итоге. Теперь добавляем к ней одно холодное яйцо. Для выпечки я всегда использую яйца первой категории. И быстренько перемешиваем. Как только вы видите, что тесто начинает собираться в комок, достаточно, выкладываем его на рабочую поверхность и быстренько руками собираем в шар. Очень важно, песочное тесто нельзя долго вымешивать. Добиваемся такой более или менее однородной структуры. Так как мука у всех разная, размер яиц у всех разный, там плюс-минус несколько грамм, обращайте внимание на консистенцию, тесто должно получиться вот таким мягким. Если оно получилось суховатым, добавьте буквально 1-2 чайные ложки ледяной воды. Шар теста я слегка сплющиваю до толщины примерно 1,5-2 см, чтобы оно побыстрее охладилось в холодильнике. Можно положить его в пакет, можно в контейнер, можно в пленочку пищевую замотать. И убираем минут на 30 в холод, а пока займемся начинкой. Впервые настоящий тарт-татен я попробовала во Франции, когда мы несколько лет назад путешествовали с мужем по Европе и отмечали мой день рождения в Страсбурге. Это город во Франции в регионе Эльзас. Я, честно говоря, уже даже не припомню название этого прекрасного ресторанчика, но он находился прямо в старом городе и с вот таким потрясающим видом на реку Иль. Так как мы находимся не совсем в типичной Франции, соответственно, здесь традиционная еда тоже не совсем типичная для Франции. Это блюдо называется шукрот, традиционное блюдо эльзасской кухни. Так называется сама капуста квашеная, которая подается с большим количеством мяса разных видов с картофелем. И эта капуста, она квасится в белом сухом вине. И к этому блюду именно это белое сухое вино и подается. Вот так оно называется, рислинг. Вот такой небольшой экскурс. Ну и с днем рождения меня. В общем, такое небольшое отступление от рецепта получилось. И в этот день вместо день рожденского тортика со свечкой я получила тарт-татен. Кстати, традиционный тарт-татен обычно готовится с яблоками, с грушами, но в принципе можно использовать любые сезонные фрукты. Персики, сливы, нектарины. Я сегодня буду использовать нектарины. Желательно выбирать поплотнее, чтобы они сохранили форму во время выпечки. Нектарины у меня достаточно крупные, их необходимо промыть, удалить косточку, и я их нарезаю на 4 части. Пока отставляем их в сторону и займемся карамелью. У тарт-татена, кстати, очень необычная история, если интересно, обязательно почитайте в интернете. Если у вас не получается карамель из обычного сахара, предлагаю вам вариант приготовления карамели из сахарной пудры. Главное, берите пудру без добавок, чтобы в ней не было крахмала, только сахар. Еще я добавляю немножко ванильного сахара с натуральной ванилью для дополнительного аромата и на небольшом огне начинаю топить пудру. Не перемешиваем ее, пока большая часть пудры не растопится. Кстати, очень важно использовать сковороду с толстым дном. И когда большая часть растопилась, начинаем осторожненько перемешивать с помощью силиконовой лопатки, тем самым помогая пудре топиться равномерно. Огонь при этом небольшой. Пудра топится намного быстрее и равномернее, чем сахар, поэтому если вы новичок в карамельном деле, то здесь меньше риска все это дело сжечь.
Очень важно не допустить того, чтобы карамель сгорела, чтобы она потемнела или начала дымиться, иначе она будет иметь горький привкус. Настоящая карамель не должна быть горькой, она должна иметь приятный сливочный вкус. Поэтому, если вы видите, что карамель уже начинает активно темнеть, а кусочки сахарной пудры еще остались, приподнимайте сковороду над огнем и активно лопаточкой размешивайте эти комочки сахарной пудры, они тогда быстрее расходятся. Как только все растопилось, добавляем кусочки сливочного масла и активненько перемешиваем. Огонь при этом минимальный. Перемешали до однородности, и все, карамель готова. Снимаем ее с плиты. И теперь сверху на карамель по кругу выкладываем дольки нектаринов срезом вниз. Старайтесь выкладывать их максимально плотненько друг к другу, потому что во время запекания они немного уменьшатся в объеме. Кстати, я использую сковороду диаметром 24 сантиметра, и ее можно ставить в духовку. Если у вас такой сковороды нет, ничего страшного, просто готовую карамель переливаете в форму и сверху уже выкладываете начинку. Теперь достаем из холодильника тесто и раскатываем его до диаметра сковороды. В моем случае это примерно 24 сантиметра. Рабочую поверхность и само тесто можно слегка подпылять мукой, чтобы оно не прилипало. Теперь тесто осторожненько накручиваем на скалку. Ничего страшного, если оно будет немножко трескаться по краям. Это песочное тесто, оно не такое уж эластичное. И теперь осторожненько переносим его на начинку. И с помощью силиконовой лопатки загибаем края, чтобы они оказались между начинкой и стенками сковороды. Примерно вот так должно получиться. В центре делаем небольшое отверстие и отправляем выпекаться 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 20-25 минут. Тесто должно запечься и слегка подрумяниться, но сразу этот пирог мы не переворачиваем, потому что, обратите внимание, карамель очень жидкая. Нужно подождать примерно 10 минут минимум, чтобы карамель немножечко загустела, впиталась в начинку, в тесто, после чего сковороду накрываем сервировочным блюдом и осторожненько в одно движение резко переворачиваем. Снимаем сковороду и наслаждаемся великолепным результатом. Кстати, обратите внимание, в тесте нет ни капли сахара, но карамель настолько пропитывает и тесто, и начинку, что вкус получается просто безупречный. При подаче можно добавить немного миндальных лепестков и обязательно шарик ванильного мороженого. Обратите внимание, персики очень нежные, они прекрасно пропеклись, но тем не менее не разваливаются и прекрасно держат форму. Что сказать? Французы знают толк в десертах, это действительно фантастически вкусно, обязательно пробуйте, но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, скоро увидимся.